Приветствую вас, любители BTS. Способна ли одна честная фраза, произнесенная без сценария, без предупреждения и без плана, по-настоящему пошатнуть основы отношений двух мировых икон, которые до сих пор казались незыблемыми? Или же она обнажит глубочайшие слои эмоций, которые годами были плотно скрыты за блеском камер и строгой дисциплины южнокорейской индустрии развлечений? Эта фраза эхом отдается в умах миллионов фанатов по всему миру с тех пор, как внезапно всплыло шокирующее признание Чон Чингука, самого младшего участника BTS. Оно вызвало эмоциональную реакцию, которая была не менее захватывающей, со стороны Ким Тэ-хёна или Ви, фигуры, известной своим спокойствием, артистизмом и ореолом таинственности. Никто не был по-настоящему готов к тому, что произошло. Никто не ожидал, что момент, который поначалу казался обычным, даже мимолетным в стремительном потоке цифрового контента, превратится в один из самых эмоциональных и противоречивых разговоров среди армий за последнее время. Вопрос теперь не только в том, что сказал Чингук, но и в том, почему это признание прозвучало так тяжело, так лично и так резко, что реакция Тэ-хёна оказалась в центре мирового внимания. В тщательно выверенном мире K-pop каждое слово артиста обычно проходит через слои менеджмента, соображения имиджа и зрелые коммуникационные стратегии. Однако именно по этой причине, когда признание звучит слишком честно, слишком сыро и слишком человечно, его эффект многократно усиливается. Чингук, который на глазах у публики превратился из застенчивого подростка в мировую суперзвезду, известен своей осторожностью в разговорах о сокровенных чувствах, особенно когда речь заходит о личных отношениях внутри группы. Поэтому, когда он, наконец, заговорил и произнес нечто, напоминающее давно копившееся эмоциональное бремя, публика мгновенно затихла, задаваясь вопросами и инстинктивно обратившись к тому самому человеку, которого эти слова затронули больше всего – к Тэ-хёну. Реакция Тэ-хёна не была вспышкой гнева или предсказуемым драматичным плачем. Напротив, его сдержанное выражение лица, изменившийся взгляд и непривычный язык тела породили гораздо более глубокие и сложные догадки. Многие говорят, что именно в этом и заключается сила момента, ведь невысказанные эмоции часто звучат гораздо громче слов. Тэ-хён, обладающий репутацией художника, выражающего чувства через музыку, живопись и взгляды, кажется, говорит очень много, не произнося ни слова. И публика спрашивает, какие же эмоции он на самом деле сдерживает. Чтобы понять, почему признание Чингука кажется таким резким, важно оглянуться на динамику отношений между ним и Тэ-хёном с момента дебюта BTS. Известно, что их связывают уникальные узы, которые часто описывают как смесь дружбы, братства и творческого партнерства. Они вместе росли в суровой индустрии, испытывали одни и те же стрессы, делили моменты триумфа и выгорания, которые публика никогда не видела полностью. Во многих старых интервью Чингук часто называл Тэ-хёна человеком, который дарил ему комфорт и вдохновение, в то время как Тэ-хён часто описывал Чингука как младшего брата, которого он хотел защитить. Именно этот контекст заставляет воспринимать последнее признание Чингука как трещину на образе, который считался безупречным. По мнению многих наблюдателей, это признание касается не просто одного инцидента, а является отражением длительного эмоционального стресса айдола, который слишком быстро повзрослел под прицелом мировых софитов. Чингук говорил другим тоном, медленнее, глубже, словно взвешивая каждое слово. В некоторых моментах он не называет имен прямо, но контекст и эмоциональные подсказки заставили многих поверить, что Тэ-хён – одна из ключевых фигур в этой истории. Именно это делает реакцию Тэ-хёна столь значимой. Она словно подтверждает, что слова Чингука – это не просто монолог, а отложенный эмоциональный диалог. Что еще сильнее вовлекает публику в этот водоворот эмоций, так это преднамеренная или, возможно, неизбежная расплывчатость. Чингук не дал подробных объяснений, четкой хронологии или окончательного вывода. Вместо этого он оставил огромное пустое пространство, которое фанаты заполняют своими теориями, анализом и чувствами. В этом контексте реакция Тэ-хёна работает как зеркало, отражающее чувства Чингука, пусть и в гораздо более тихой манере. Некоторые эксперты в области поп-культуры считают, что этот момент отражает масштабный сдвиг в том, как поколение мировых айдолов взаимодействует с публикой. Чингук и Тэ-хён больше не просто фигуры из сферы развлечений, а символы поколения, пытающегося сбалансировать эмоциональную искренность с профессиональными требованиями.
Когда Чингук говорит о бремени чувств, о сомнениях и об отношениях, проверенных временем и давлением, он косвенно бросает вызов образу айдола, который всегда силен и идеален. Тэхён своей эмоциональной, но сдержанной реакцией подкрепляет это повествование без единого слова. Многие фанаты признались, что этот момент их потряс не из-за скандалов или открытых конфликтов, а из-за такой искренней человечности. Многие писали, что увидели себя в выражении лица Тэхёна. Это чувство, когда хочешь что-то сказать, но выбираешь молчание, проглатывая эмоции, чтобы сохранить равновесие. Именно в этом контексте признание Чингука превращается из просто новости о знаменитостях в коллективное размышление об отношениях, коммуникации и ранах, которые не всегда видны. С тех пор, как это произошло, обсуждение в социальных сетях не утихает, оно становится только глубже и сложнее. Каждый фрагмент видео, каждый скриншот мимики Тэхёна и каждая фраза Чингука анализировались снова и снова. Кто-то видит в этом признак разрыва, другие интерпретируют это как форму честности, которая на самом деле укрепляет их связь. Однако почти все сходятся в одном. Между ними происходит что-то реальное и значимое, что-то, что нельзя свести к банальным сплетням. В дни, последовавшие за признанием, отношение Чингука и Тэхёна на различных публичных мероприятиях также находилось в центре внимания. Их привычно теплое и спонтанное взаимодействие казалось немного другим, более осторожным, более выверенным. Является ли это признаком эмоциональной дистанции? Или это процесс адаптации после того, как открылась большая правда? Этот вопрос продолжает резонировать, подкрепляемый тем фактом, что оба предпочитают не давать прямых разъяснений, словно позволяя публике поразмышлять самостоятельно. Это решение хранить молчание кто-то считает стратегией менеджмента, но для других молчание кажется честнее тысячи объяснений. В этом молчании эмоции Тэхёна ощущались сильнее. Он не скрывает свои чувства полностью, но и не выставляет их на показ. Такое отношение демонстрирует эмоциональную зрелость, которую часто упускают из виду в дискуссиях об айдолах, подтверждая, что человеческие отношения даже на мировой арене остаются сложными и тонкими. Интересно, что признание Чингука также вызвало широкую дискуссию о ментальном здоровье в корейской индустрии развлечений. Многие увидели в его смелости заговорить, пусть и не полно, неоднозначно, маленький, но значимый шаг к нормализации разговоров об эмоциях, давлении и уязвимости. Реакция Тэхёна в данном случае стала символом молчаливой солидарности, невербальным признанием того, что чувства Чингука реальны и достойны уважения. Среди всех догадок и эмоций часто забывается один аспект – долгая история доверия между Чингуком и Тэхёном. Отношения, выстраивавшиеся годами, не рушатся из-за одного признания, каким бы шокирующим оно ни было. Напротив, многие утверждают, что этот момент может стать поворотным, этапом перехода от отношений, продиктованных необходимостью выживания в индустрии, к более честным и равным отношениям зрелых личностей. Тем не менее, публика продолжает спрашивать, уязвлен ли Тэхён словами Чингука или тронут его честностью. Что это за видимые эмоции? Грусть, сожаление, эмпатия или их смесь? Ответы на эти вопросы, возможно, никогда не будут даны прямо. И, возможно, в этом нет необходимости, потому что иногда величайший смысл кроется именно в том, что не сказано. В контексте культуры фандома, которая часто требует определенности и четкого сюжета, эта неопределенность кажется удушающей. Но, с другой стороны, она заставляет многих остановиться и признать, что их кумиры – люди с такими же сложностями, как и все остальные. Чингук своим признанием открыл дверь в эмоциональное пространство, которое редко показывают. Тэхён своей реакцией стоит на этом пороге, показывая, что войти туда – процесс непростой, но, возможно, необходимый. Со временем фокус новостей может сместиться на камбэки, сольные проекты или новые достижения. Но этот момент, скорее всего, останется в памяти как одна из тех точек, где маска профессионала слегка приоткрылась, обнажив эмоциональную динамику, скрытую до сих пор. Для многих фанатов признание Чингука и реакция Тэхёна – это не драма для обсуждения, а напоминание об эмоциональной цене славы и близости. В конце концов, когда все домыслы утихнут и свет камер переключится на что-то другое, первоначальный вопрос останется висеть в воздухе, вероятно, без окончательного ответа. Что именно произошло за признанием Чингука и эмоциональной реакцией Тэхёна? Возможно,
истина не так проста, как конфликт или недопонимание. Может быть, это маленький фрагмент гораздо большей истории о взрослении, о честности и о мужестве чувствовать в мире, который часто требует безупречной улыбки. И именно поэтому этот момент кажется таким резким, таким человечным и таким незабываемым. И именно в этот момент, когда многим кажется, что история достигла своего пика, начинает ощущаться более глубокий эмоциональный слой, словно то, что появляется на поверхности, является лишь тенью чего-то гораздо более сложного и хрупкого. Потому что после того, как признание Чингука было озвучено, а реакция Тэхёна попала в объектив, сознание публики медленно закралось осознание. Это не был просто спонтанный момент. Это был результат накопления эмоций, которые копились долгое время, возможно, годами, и которым никогда не давали выхода. В некоторых старых кадрах, которые снова стали вирусными, фанаты начали замечать детали, которые раньше упускали. То, как Чингук смотрит на Тэхёна, когда тот молчит, неловкие паузы, которые раньше считались нормальными, изменение тона голоса, который теперь воспринимается иначе, если смотреть на это новыми глазами. Все это формирует альтернативную историю, заставляющую многих спрашивать: неужели эти знаки были рядом все это время, просто мы не хотели воспринимать их серьезно? Сам Тэхён, известный тем, что часто передает свои чувства через метафорические произведения искусства и музыку, оказался в сложном положении. Он не отрицает, не подтверждает и не защищается открыто. Но именно это кажущееся внешнее спокойствие подразумевает интенсивный внутренний переворот. В корейской культуре чрезмерно явное выражение эмоций часто считается неуместным, особенно для публичных фигур, служащих образцом для подражания. Поэтому сдержанная реакция Тэхёна ощущается еще более эмоциональной для тех, кто понимает культурный контекст. Аналитики индустрии развлечений видят в этом моменте редкий пример того, как стирается грань между публичным образом и личной идентичностью. Чингук, который всегда нес образ веселого и энергичного «золотого Макне», внезапно показал гораздо более рефлексивную и хрупкую сторону. Тэхён, которого часто воспринимают как эксцентричного, но эмоционально сильного человека, показывает, что даже он не застрахован от боли, которая возникает в самых близких отношениях. В этом и заключается настоящий сюрприз. Не в сказанных словах, а в реальности того, что оба борются с настоящими эмоциями на глазах у всего мира. Интересно, что некоторые давние поклонники BTS связывают этот момент с переходным этапом, через который проходит группа. После многих лет неустанного бега, сумасшедших графиков и бремени мировых ожиданий, участники BTS сейчас находятся на том этапе жизни, когда размышления неизбежны. Признание Чингука звучит как голос поколения, которое начинает задавать себе вопросы о смысле отношений, жертвенности и эмоциональных границах. Реакция Тэхёна в этом контексте может быть прочитана как отражение того же вопроса, пусть и выраженная иначе. В социальных сетях дискуссия разделилась на два основных течения. Одна часть фанатов чувствует себя опустошенной, словно став свидетелями трещины в отношениях, которые были для них источником эмоционального комфорта. Другая же часть, наоборот, почувствовала себя ближе к Чингуку и Тэхёну, потому что этот момент сделал их более человечными, реальными и честными. Эта коллективная эмоция создает редкую волну эмпатии, когда новости об айдолах больше не потребляются просто как развлечение, а становятся зеркалом эмоционального опыта многих людей. Другие подчеркивают мужество Чингука, выбравшего честность, несмотря на огромные риски. В индустрии, которая часто наказывает за эмоциональную открытость, такие признания могут быть легко неверно истолкованы или искажены. Но Чингук, похоже, осознает последствия и все равно решает говорить, пусть и осторожным, не до конца открытым языком. Этот выбор ставит Тэхёна в не менее сложное положение, потому что любая его реакция, какой бы незначительной она ни была, мгновенно становится объектом массовой интерпретации. Со временем публика начинает осознавать, что она, возможно, не имеет права на исчерпывающий ответ. Отношения Чингука и Тэхёна, как бы они ни выглядели под цветом софитов, все равно принадлежат только им двоим. Эмоции, которые возникают, раны, которые ощущаются, и процесс исцеления, который, возможно, происходит, это не спектакль, а личный путь. Это осознание медленно смещает тон разговора от агрессивного любопытства к спокойному сопереживанию. Тем не менее, любопытство не исчезло полностью.
Вместо этого оно изменило форму, превратившись в более глубокий вопрос. Всегда ли честность приносит облегчение? Или она открывает более глубокие раны, прежде чем те окончательно заживут? Является ли эмоциональная реакция Тэхёна признаком дистанции или знаком того, что он переживает сильнее, чем могут выразить слова? И что в конечном итоге значит быть вместе, когда обе стороны учатся понимать самих себя? Этот момент также открывает дискуссию о том, как фанаты интерпретируют отношения айдолов. Долгое время многие сюжеты строились на милых и гармоничных моментах, в то время как внутренним конфликтам или эмоциональному напряжению редко находилось место. Признание Чингука и реакция Тэхёна разрушают эту иллюзию, показывая, что истинная близость не всегда выглядит красиво, но часто проверяется болезненной честностью. Некоторые культурные психологи даже считают, что эмоциональный отклик фанатов является частью здорового коллективного процесса. Наблюдая за тем, как их кумиры справляются со сложными эмоциями, многие люди чувствуют подтверждение своего собственного личного опыта. Боль, замешательство и молчание, которые проявляет Тэхён, кажутся знакомыми каждому, кто когда-либо состоял в близких отношениях, прошедших испытания честными словами. В этом контексте новость выходит за рамки жизни знаменитостей и затрагивает универсальную территорию человеческого опыта. До сих пор Чингук и Тэхён не выступили с последующим заявлением, подробно объясняющим, что именно произошло. Это молчание не ослабляет, а лишь добавляет эмоционального веса моменту. Каждое их последующее появление внимательно отслеживается, не в поисках сенсации, а ради того, чтобы уловить малейшие намеки на процесс восстановления или примирения. И, возможно, в этом кроется глубочайший смысл всего события. Не в явных ответах, не в официальных разъяснениях, а в молчаливом признании того, что отношениям, даже самым крепким, нужно пространство, чтобы дать трещину, обдумать это и срастись заново. Чингук со своей честностью и Тэхён со своей эмоциональной, но достойной реакцией показали, что эмоциональная зрелость не всегда принимает форму уверенности, но проявляется в мужестве сохранять стойкость посреди неопределенности. Когда прожекторы окончательно погаснут и внимание публики медленно переключится на другое, этот момент останется в памяти как напоминание о том, что за величественной сценой и аплодисментами всего мира стоят два человека, которые учатся понимать свои собственные чувства. И, возможно, именно поэтому признание Чингука и реакция Тэхёна так сильно зацепили всех, словно оставив открытые вопросы, которые не требуют быстрых ответов, но приглашают каждого, кто их слышит, глубже задуматься об истинном значении честности, эмпатии и отношений. И когда многие начинают думать, что эта история со временем сотрется, появляется еще один слой. Потому что за молчанием Чингука и Тэхёна стоит одна вещь, которую нельзя игнорировать. Изменение атмосферы, которое ощущается реально, не только эмоциональными фанатами, но и наблюдателями, привыкшими считывать невербальный язык публичных фигур. Что-то сдвинулось. Не резко, но тонко, почти незаметно, но достаточно сильно, чтобы это почувствовать. В нескольких случаях после признания Чингук выглядел более задумчивым, чаще смотрел вниз перед тем, как заговорить, словно заново обдумывая грань между тем, чем он хочет поделиться, и тем, что стоит оставить при себе. Его тон звучал тише, но и весомее. Создается впечатление, что сказанные ранее слова – это не конец его эмоционального пути, а начало новой фазы, полной вопросов. С другой стороны, Тэхён выглядит все более погруженным в свой собственный мир. Его выражение лица мягкое, но отрешенное, как у человека, который переваривает нечто слишком масштабное, чтобы выразить это прямо сейчас. Внимательные фанаты начали сравнивать эти моменты с предыдущими периодами в пути BTS. Они нашли интересную закономерность. Каждый раз, когда группа сталкивалась с эмоциональным поворотным моментом, всегда следовала долгая фаза молчания, словно она становилась безопасным пространством для упорядочивания чувств. В этом контексте признание Чингука и реакция Тэхёна ощущаются как часть большего цикла, переходного этапа, требующего терпения, а не мгновенных ответов. Но что удерживает эту историю в подвешенном состоянии, так это тот факт, что Чингук ни разу явно не взял свои слова назад. Он также не пытается смягчить их смысл избыточными пояснениями. Эта честность оставлена как есть, сырой, обнаженной и уязвимой.
Такое отношение косвенно ставит Тэхёна в очень человечную позицию, ведь ему приходится отвечать на нечто предельно искреннее, не нарушая баланс отношений, карьеры и ожиданий публики. Именно здесь многие начинают понимать, какое тяжелое эмоциональное бремя несут эти двое. В академической сфере массовой культуры подобный момент часто называют точкой эмоционального диссонанса, когда публичный образ и личная реальность больше не совпадают полностью. Чингук, как фигура, возвращенная системой айдолов, непреднамеренно сместил эту границу. Тэхён своей эмоциональной, но сдержанной реакцией становится живым доказательством того, что этот диссонанс ощущается не одной стороной. Это редкий феномен, который редко можно увидеть открыто в корейской индустрии развлечений, известной своей строгой дисциплиной в поддержании имиджа. Многие международные фанаты сочли, что реакции этих двоих отражают динамику взрослых отношений, а не подростковую драму, как это часто упрощают сенсационные СМИ. Между строк чувствуется взаимопонимание, но есть место и боли, и замешательству. Это не черно-белая история о правых и виноватых, а широкий спектр эмоций, которые кажутся еще более реальными из-за своего несовершенства. В долгих обсуждениях на различных платформах один вопрос повторялся постоянно: почему Тэхён ничего не сказал? Для кого-то молчание Тэхёна было болезненным, словно увеличивающим дистанцию. Но для других это молчание – форма защиты и самого себя, и Чингука. В восточных культурах, особенно в корейской, молчание часто является самым мощным языком эмоций, способом уважать чувства другого, не делая ситуацию хуже. С этой точки зрения реакцию Тэхёна можно прочитать как форму глубокой эмпатии. Со временем многие начали понимать, что ожидания публики на скорые разъяснения могут быть несправедливыми. Чингук и Тэхён – невымышленные персонажи, которые должны разрешить конфликт за одну серию. Это реальные люди с долгой историей, ранами, которые, возможно, еще не зажили, и будущим, которое им еще предстоит прожить вместе, и как коллегам по группе, и как взрослым людям со своими путями. Не менее интересно и то, как эти события влияют на восприятие BTS фанатами в целом. На протяжении многих лет группу хвалили за их почти идеальную близость и сплоченность. Признание Чингука и реакция Тэхёна не разрушают этот образ, а добавляют ему глубины, которую раньше редко можно было увидеть. Сплоченность теперь понимается не как отсутствие конфликтов, а как способность выживать и процветать, несмотря на болезненную честность.